я думаю, я не буду затягивать, дожидаться там еще часа 3, пока там, может, ветер поменяется. Я думаю, сразу в путь. У меня дизеля полно, я сейчас часа 2 на моторе, потом надо будет подняться до самого конца мыса, 17 миль. А потом 90 градусов поворот, и будет попутный ветер. До свидания, Мурхат-Сити. Вот она, деталька-то. Все стоит. Она немножечко уже, чем стандартная. Но это ничего страшного. А вон там, где кораблик, там я и провел сколько? 2 ночи. Вот. Полный вперед. Не жалеть дизеля. 650. Прекрасно. Ну что, вроде пока все работает. Там и здесь все вот эти шакклы, они продаются с разными усилиями на разрыв. И вот такого заявленного усилия, как в той оригинальной детали, я не нашел. Но максимально приближенное. Это фирма Harken. Усилие на разрыв 3 тонны. Ну, здесь вряд ли будет 3 тонны. А еще смотрите, какой кораблик. Как он называется? Liberty Clipper. Что про него известно? Длина 30 метров, ширина 8. И мне кажется, он собрался туда же, куда и я. Вокруг мыс Хатерас, залив Чесапик. Там, кстати, здесь есть еще один кораблик. Мерилос, я его там даже вижу. 17 метров длиной. Это самый крошечный. А перед ним есть еще один, вот этот. Malabar X, двухмачтовый гавтрик шкунер. Я его нашел в интернете. Красивый, какой красивый. Но на таком надо целую команду, чтобы с парусами работать. Так, не только команду, опытную команду. Вон кораблик. Я думаю, он галсами хочет пройти. Не получается у него идти вот так круто к ветру. Что, жизнь начинает налаживаться. Все починилось вроде. Хорошо снова быть в море. 9 миль вот до конца вот этой косы. Кейп, как он называется? Кейп Люкаут. Ну и вот здесь я, наверное, смогу показать остальную часть маршрута и самую пикантную деталь, которая будет впереди. Показываю мой маршрут. То есть вот это Кейп Люкаут. Это длинная коса такая, ее надо обойти, дойти до сюда. И это мыс Хатерас. Здесь еще одна такая большая коса, 18 где-то миль. Потом сюда, может даже как-то так, и вдоль всего побережья прямо вот в залив Чесапик. То есть вот судоходный канал. Я думаю встать на якорь где-то в Норфолке, например. Это долгое путешествие, достаточно. Но в чем хитрость-то? Почему имеется вот такая форма? Гольфстрим подходит очень близко здесь к мысу Хатерас. Вот эти самые
20 миль, но его чувствуется даже уже несколько миль от острова. То есть вот гольфстрим идет сюда, а сверху идет холодное течение из Канады. Они здесь встречаются. И вот эти все точки, вот это вот нарисовано, это все затонувшие корабли. Корабли затонули. Называется это Graveyard of Atlantic, кладбище Атлантики. Больше 400 кораблей там лежит. 2 немецкие подводные лодки. Причем подводная лодка всего где-то в милях 7 от мыса Хатерас. Любители дайвинга могут занырнуть 70 там футов, все 30 метров. Вот. Я на самом деле первый раз буду обходить мыс Хатерас по океанской стороны. До этого я дважды проделал маршрут внутри, через вот там, Памлика Саунд, через Intercoastal Waterway, так называемый внутриконтинентальный морской путь, водяной путь. Но это длиннее сильно, это сильно длиннее, там извилистая такая фигня, достаточно узкая местами. Где-то натуральный водоем, где-то прорытый канал, но если я проделаю вот это все, я буду очень-очень собой гордиться. По погоде. Сейчас ветер слабый, но ночью будет южный ветер, наверное, даже где-то вот так южный ветер, сильный. И в час дня завтра здесь будет 30 узлов южного ветра. Моя задача, когда это произойдет, быть где-то уже вот здесь, после мыса Хатерас. There's a light on the horizon, but it slips when I move. Every step that I'm taking feels like something to prove. There's a sound in the distance calling out through the air, but the closer I follow, there's nothing there. Процесс идет. Осталось 47 миль до мыса Хатерас. Меня разбудил будильник. 2 мили до какого-то большого танкера. Вон он. Вот. Но ветер будет только усиливаться. Так что, несмотря на 4-5 узлов, скоро будет больше. Ветер поднялся. Я понял, что, наверное, надо парус-то убавить. Скорость была 9,5. Ну, гораздо спокойнее стало. Нет, тут либо гонки, либо ночью спать. Я предпочитаю второе. Бодренько мы приближаемся к мысу Хатерас. И это оба паруса зарифлены. Вот эти маячки уже видны, там вдали не мигают. Я наконец-то увижу с океана маяк мыса Хатерас, Кейп Хатерас Лайтхаус, на котором я был неоднократно. Сейчас все планировал утром, чтобы было видно, но с такой скоростью, с таким ветром я буду там, наверное, часа через полтора, меньше даже, через час. Сделал немножко первый поворот. Угол к ветру уже 140. 3 мили и будет сам мыс Хатерас. Вот это вот Diamond Shoals. Как чтобы лучше видно-то было. Вот они где. Маяк Хатераса здесь.
скорость какая? 8,5, 8,6. Летит птичка. 9 даже было. Вниз по ветру. Это с таким хорошим углом. Это еще один риф на гроте. Ну, я думаю, можно сказать, миссия выполнена. Сейчас я еще сделаю вот здесь фоточку, и после этого я спать опять. Ну, буду считать мыс Хатерас пройденным. Достаточно спокойно все прошло. Но это иллюзия, что тут все тихо и комфортно. На улице достаточно ветреная волна. Попробуй поснимать. Ох, я знаю, что надо сделать. Мы включим огни на мачте. Раннее утро. Где я? На улице, кстати, сильно похолодало. Вот эти волны я вчера даже и не замечал, а сегодня прям вот... There's a fire in the distance, but it won't stay alive. Every time that I reach it, it just fades out of sight. There's a rhythm beneath me, like it's pulling me through. Every moment I follow leads me further from you. Feel it breathing. We're drifting into the night. Nothing stays in our hands. Every signal we follow turns to sand, turns to sand. We're drifting into the night. Ну, солнышко взошло и стало гораздо теплее. Ну-ка, если приоткрыть. Уже напротив почти
ранок. То есть вот это уже где мост у них. Отлично, отлично. Это все знакомые места. О, мой сосед нашелся. Я так понимаю, северное течение против южного ветра вот и дает такую волну. Я тут пару раз видел, ну, 4 метра высота. Выше лодки, как бы. Вот так. Ну, самая трудная часть путешествия позади. Дальше только спокойно ждать, пока мы дойдем до входа в залив Чесапик. И не мешать кораблю делать свое дело. А он его делает прекрасно. Как вам такое? Пипец просто. Лучше это все не видеть. Смотреть вперед. Но стало теплей. Стало теплей. Еще отгадайте, почему кран здесь лежит. Я его забыл. Я слушаю, что-то постукивает такое периодически. Думал. Да, так гораздо спокойнее на это смотреть. Вроде нет ничего. Угу. Отсюда эффектней выглядит. То есть, когда такая волна, ветер в корму, курс как бы вниз по ветру, раннинг, что называется, обязательно превентер. Я оставляю только грот. Чем это хорошо? Мне так кажется. Не надо... Все делает автопилот после этого. То есть не надо рулить, несмотря на волну, вот эта качка, лодка идет ровно. Она не делает вот этого зигзагов. Но это может только у меня так. Хотя на предыдущей, на Беннету примерно такая же ситуация. Осталось 55 миль до входа в залив Чесапик. Там еще потом до Норфолка миль 10. То есть есть надежда, что это будет сегодня, пусть и ночью, но сегодня. Пошел дождь, и ветер поменялся. То есть он дул оттуда, был южный. Потом он дул прямо в корму. И быстро, прям практически мгновенно зашел и стал дуть оттуда. Что хорошо. Сейчас волна стихнет. Скорость 8 и идеальная тишина. Ой, даже наслаждаюсь дождиком по-своему. И опять же не устаю радоваться защищенными кокпитом. Ладно,
Следующий апдейт чуть позже. Наверное, ближе к самому заливу Чесапик. Кончился ветер. Он стал где-то 2, может быть 3 узла. Опять не получилось красиво все проделать, а? Но вот чуть-чуть не хватило ветра, чуть-чуть. Ладно, последние 30 миль на моторе. В этом ничего плохого нет. Расход где-то будет около 100 литров на 100 миль. Может, чуть больше. Значит, в чем? 60 литров дизеля. А так очень красиво. Это было офигительное путешествие. Для меня мыс Хатерас и переход его, тем более ночью, это просто вот что-то. Это вообще. Это и есть осуществление моей давней мечты детства, можно так сказать. Ну, американского детства. Днем жарко, ночью холодно. Все-таки начало мая. Еще немножко рановато для того, чтобы сюда прийти. Но у меня опять же нет вариантов. У меня через неделю самолет. А еще там за 3 дня до самолета заход в мою марину, который теперь будет мой новый дом. Это комфортабельный 70 футов слип. Выше по заливу. Называется Соломон Айленд Яхтинг Центр. Это радость дома просто, вы меня поймите. И не то, чтобы я сегодня ночью поспал вокруг мыса Хатерас-то. You wanna play
Вирджиния Бич. Идеально получилось по времени, когда slack tide, нет, закончился отлив и еще не начался прилив. Прибор ночного видения стоит на зарядке, он мне сегодня явно понадобится. 14 миль до якорной стоянки. Последний, так сказать, рывок. Что может быть прекраснее зайти ночью в очень большую и очень занятую своими делами бухту Норфолк. Но у меня все получится. Либо я здесь уже был и все знаю. Время 12 часов. Наконец-то, наконец-то. Норфолк, Вирджиния. И пипец как холодно. Я не знаю, вам видно? Вот эта вот вся Winter Enclosure, она покрылась таким инеем. В общем, Норфолк, Вирджиния. Вы знаете, что самое хорошее в штате Вирджиния? Слово джин. Название штата. Вирджиния. Поэтому джин-тоник, а может просто джин. И спать. На этом все.